Махабхарата считается билетризованным рассказом о древней войне между двумя индийскими племенами. Некоторые моменты насилия и разрушений в книге до жути напоминают последствия атомного взрыва, унесшего миллионы жизней в течение нескольких дней после применения оружия. В переводе с санскрита это оружие называется астра или пусковая установка. Конечно, это кажется невозможным, но когда были проведены исследования в том районе Индии, где происходили эти сражения, было обнаружено необъяснимо высокое количество раковых заболеваний и врожденных дефектов среди древних жителей. Ни ученые, ни историки так и не смогли пролить свет на эту загадку. Сушрута, индийский врач IX века, регулярно проводивший операции и совершавший медицинские подвиги, которые в его время, вероятно, казались чудесами. Многие из этих подвигов описаны в его книге Сушрута Самхита. Сушрута рассказывает о том, как он проводил операции, сложные даже по современным меркам, включая успешное удаление катаракты, реконструкцию носа и, кажется, даже успешное протезирование. Под островом Мальта находится огромный подземный некрополь, известный как гипогей Халса в Лиене. Первоначально обнаруженный в 1902 году, он был высечен из известняка около 2500 года до нашей эры. Одна из камер, известная сегодня как камера оракулов, до сих пор вызывает недоумение ученых. Каждый звук, издаваемый в этой камере, усиливается почти в 100 раз. Потрясающее достижение древней акустики. Ученые не уверены, было ли это сделано намеренно, благодаря необъяснимым современным технологиям, или же это просто совпадение. Бетон давно известен как один из самых простых и надежных строительных материалов. Можно предположить, что с течением времени процесс замешивания бетона только совершенствовался, но, как оказалось, древние римляне делали бетон гораздо лучше, чем мы. Некоторые римские бетонные конструкции простояли более 2-0 лет, иногда даже под водой. Хотя ученые тщательно изучили состав древнего бетона и обнаружили следы вулканического пепла и минерала лейцита, которые, как они предполагают, являются секретными ингредиентами. Воссоздать этот материал до сих пор не удалось. Древние норвежские сказания повествуют о волшебном камне, который был незаменим для викингов, пересекавших коварные моря. Считалось, что этот камень с необъяснимой точностью указывает положение Солнца даже в облачную погоду. Сегодня ученые полагают, что эти камни представляют собой куски исландской ели или кальцита, которые, как известно, обладают поляризующим эффектом. Однако специалистам не удалось воспроизвести процесс использования этих камней для определения местоположения Солнца. Как и в случае с дамасскими мечами Ближнего Востока, исследователи ставят в тупик состав древних мечей Ульфбергт из Северной Европы. Эти мечи широко использовались в эпоху викингов и изготавливались из настолько прочной и чистой стали, что, казалось бы, она не может соответствовать технологиям выплавки и металлургии, известным в то время. На одном из мечей Ульфбергта, обнаруженном в 2014 году, были выгравированы арабские буквы, что позволяет предположить, что ранняя торговля между двумя культурами позволила северным европейцам перенять некоторые из дамасских технологий. Одной из самых долговечных загадок Древней Европы является римский додекаэдр. Они были обнаружены по всей Европе, различаются по размерам и все датируются II-IV веками нашей эры, хотя их сложная форма и зловещие бугорки, выступающие из каждой точки, казалось бы, указывают на то, что они должны были выполнять какую-то функцию, для чего они использовались, так и не удалось выяснить. Некоторые специалисты считают, что в науке ищут смысл, которого нет. Они считают, что это были просто игрушки для римских детей.